11 мая 2021 года. Я приглашен на официальный спутник в аэропорт Шереметьево. Из этого аэропорта в предыдущие доковидные годы я летал много. Таким пустым я не видел его еще никогда. Спутник начинался возле терминала Аэроэкспресса, это в терминале Е. Нам выдали пропуска, которые прошли проверку в службе безопасности, выдали жилетки. И вот несколько десятков человек-споттеров с фотоаппаратами и видеокамерами во главе с представителем департамента службы по связям с общественностью аэропорта Шереметьево. Мы все пошли вместе в терминал Д, где должно было начаться торжественное мероприятие в связи со стартом полетов лоукостера авиакомпании «Победа» из аэропорта Шереметьево. Тут же должна была начинаться регистрация, и она, собственно, началась. А мы собирались, чтобы послушать официальные выступления генерального директора аэропорта Шереметьево и генерального директора авиакомпании «Победа». Сначала мы готовились, осматривались, выставляли свет, выставляли цвет, располагались, смотрели, кому откуда будет угодно снимать. Я не переставал удивляться тому, как же мало людей оказывается в аэропорту, когда полностью отменены международные рейсы. Вот коллеги выставляют камеры, свет, сотрудницы аэропорта Шереметьево готовятся к началу. А теперь слушаем официальные выступления. Добрый день, дорогие пассажиры, уважаемые коллеги, дамы и господа. С большим удовольствием открываю официальную часть презентации программы полетов нашего нового авиационного партнера авиакомпании «Победа». Вы прекрасно знаете, что авиакомпания «Победа» – это инновационная компания, которая задает новые стандарты в авиатранспортной отрасли с точки зрения эффективности и, самое главное, доступности перелетов по нашей стране, а в будущем перспективе и по всему миру. Со своей стороны, аэропорт Шереметьево обладает всеми необходимыми ресурсами, мощностями, инфраструктурой для наилучшего обслуживания авиакомпании. Подробно об этом расскажут наши уважаемые спикеры. И на наших глазах открывается регистрация на рейс. Рейс DP 4457. Плановое время вылета 13:10 по московскому времени. Полетит кто знает куда? Все верно. Москва, Чебоксары, наш маршрут. Первый рейс авиакомпании «Победа» из аэропорта Шереметьево. Разрешите мне представить слово генеральному директору аэропорта Шереметьево Михаилу Михайловичу Василенко. Добрый день. Прибытие любой авиакомпании, тем более такой значимой в наших условиях компании, как «Победа», партнера нашей главной национальной компании «Аэрофлота», одного из самых главных партнеров. Для компании, я надеюсь, что для компании «Победа» ничего нового в аэропорту Шереметьево не будет, а будет только радостная встреча, потому что Андрей Юрьевич у нас в Шереметьево работал в головной компании, в компании «Аэрофлот», и теперь возглавляет такую новую инновационную компанию, как «Победа». И надеюсь, что в результате этого сотрудничества у нас вырастет пассажиропоток и качество обслуживания наших пассажиров только улучшится. Спасибо. Михаил Михайлович, спасибо большое. Слово предоставляется генеральному директору авиакомпании «Победа» Андрею Юрьевичу Калмыкову. Дорогие друзья, у нас сегодня замечательный, знаменательный день. Мы начинаем полномасштабную программу полетов из нашего второго, теперь уже базового аэропорта Шереметьево. Наш рейс сегодняшний продано 100% билетов, 100% загрузка, что в принципе для наших рейсов является практически ежедневным обычным делом.
сегодняшней дате предшествовала очень большая работа, которую мы проделали совместно с специалистами аэропорта Шереметьево. Я хочу сказать огромное спасибо Ивану Михайловичу Василенко и всей его команде за то, что в течение полугода, которые предшествовали сегодняшнему дню, мы проводили ежедневные практически встречи, ежедневные согласования, мы оттачивали технологии обслуживания. Ни для кого не секрет, что у нас есть свои особенности в наземном обслуживании наших самолетов и в обслуживании наших клиентов. Поэтому я еще раз хочу сказать большое спасибо всей команде аэропорта за проделанную нашу работу. Ну и, конечно, команде Победы. Мы действительно очень напряженно и долго работали, чтобы Шереметьево стал для нас настоящим вторым домом. Хочу всех поздравить с тем, что мы начинаем полеты из самого главного аэропорта страны. И хотел бы сказать, что сегодня только первый шаг. Мы скоро откроем продажу билетов на рейсы зимнего расписания. И до конца года мы планируем перевести через аэропорт Шереметьево не менее 1,5 миллиона клиентов. И, конечно же, с открытием новых рейсов, с открытием продаж на зиму, все клиенты смогут забронировать себе билеты по нашим фирменным тарифам 499 и 999 рублей. В дни открытия продаж мы будем устраивать очень большие акции. Еще раз спасибо, всех поздравляю. Дорогие друзья, обращаем внимание, что регистрацию на рейс проводит наша дочерняя компания Шереметьево Хендлинг. Наши замечательные сотрудники сейчас регистрируют пассажиров. Наземные службы Шереметьево Хендлинг будут обеспечивать наземное обслуживание авиакомпании за кратчайшие 25 минут. Сегодня вы этот процесс увидите. Сейчас мы приступаем к короткому пресс-брифингу. Также разрешите представить, у нас находится здесь первый заместитель генерального директора аэропорта Шереметьево Андрей Олегович Никулин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Федор Михайлович Сытин. Это руководители, которые непосредственно обеспечивали все производственные процессы по приему нашей новой компании «Победа» в аэропорту Шереметьево. Сейчас... Когда все закончилось, журналисты остались спикерам задавать какие-то дополнительные вопросы, а нас, споттеров, всех повели через служебный вход, провели через рамки для персонала. Там было совершенно не легче, чем обычным пассажирам. Всех сотрудников, и нас в том числе, досматривали точно так же, как досматривать на службе контроля через рамки, личные вещи. Все так же точно, как обычных пассажиров. Потом нас также точно посадили в автобус, и мы поехали на перрон, чтобы встречать прибывающий борт авиакомпании «Победа». Когда мы подъезжали к перрону, то увидел я и все остальные, что какой-то борт «Победы» уже стоит, но, видимо, это был не очень официальный самолет. Видно, что он не собирался никуда лететь, просто тут стоит весь зачехленный. А мы ждем другой, который сейчас пока мы едем, уже заходит, еще не заходит на посадку, но уже снижается в районе аэропорта. Он летит из Перми, а когда он сядет, то высадит пассажиров, посадит новых и улетит уже в Чебоксары, как было сказано на официальной пресс-конференции. Автобусы, когда остановились, мы все вышли. Слева, справа были ограничительные линии и сотрудники службы безопасности. Впереди у нас тоже там ограничительная линия, за которую нельзя заступать. Оставалось в районе 10 минут до прибытия борта «Победы», и, собственно, не оставалось ничего делать, как только поснимать другие самолеты и в целом поснимать жизнь аэропорта. Пожарные машины, которые сейчас вы видели в кадре, они подъехали для того, чтобы готовить водяную арку для прибывающего борта, а посадки в это время происходят такие. Время уже к полудню, бетон на перроне сильно нагревается, на небе видно, что нет ни одного облачка, а на улице май. Ночью было прохладно, днем становится жарко, воздух кипит. Это отчетливо прямо видно в кадре, как нагретый воздух
струями от бетона поднимается вверх. Вот выстроились пожарные машины слева-справа, примеряются, прицеливаются. Но в это время, конечно, жизнь аэропорта не прерывается, другие самолеты идут, рулят на взлет, садятся, забирают пассажиров. Вот показалась наша победа. Заходит на посадку по 6-й полосе, по центральной. И сейчас она сядет, дойдет там почти до середины полосы, развернется и поедет в нашу сторону, чтобы пройти через арку. Видно, как кипит воздух. Осенью, весной, зимой такого не бывает. Вот только в такие периоды резкого нагрева. По рулежке самолет идет тоже достаточно быстро. Очень регламентировано все во времени. У борта есть только 25 минут, чтобы высадить пассажиров, чтобы заправить самолет, выгрузить багаж, погрузить новый багаж, посадить новых пассажиров, чтобы капитан корабля провел предполетный досмотр воздушного судна. Вот на все это дается 25 минут, потому что для компании лоукостера время – деньги в самом-самом буквальном смысле. Не подается никакой телеграф, не используются никакие ни тягачи, ни толкачи, которые называют пушбэками. Давайте посмотрим, как самолет проходит через арку. Первое официальное прибытие. Технические тестовые полеты уже были, но официально вот именно 11 мая открывается работа авиакомпании «Победа» в международном московском аэропорту Шереметьево. В иллюминаторах видно, что пассажиров достаточно немного, но это неудивительно. Борт прилетел из Перми в рабочий день. Зачем, собственно, в Москву в рабочий день там летать полному самолету? Ну, хотя директор Победы сказал, что загрузка превышает 90%. Вот выгрузка багажа у нас готовится. Стоял я с левой стороны, поэтому сам процесс выгрузки мне виден не был. А вот ребята, споттеры, которые снимали правей, им было видно ленту, они показывали процесс движения чемоданов в одну и в другую сторону. Обычно это вот то, что сейчас происходит, пассажирам не видно, потому что пассажиры всегда садятся в самолет, выходят из самолета слева, трапы пассажирские слева. Вот пошел капитан, командир корабля, осматривать самолет в подготовке к следующему полету. Тут, собственно, видно, почему всегда пассажиры слева, а все остальное справа. Именно вот поэтому пассажирские трапы с левой стороны самолета подаются, а справа загружается багаж, справа подключаются электрокабели, справа же сейчас будет самолет заправляться. При этом, что важно отметить, самолет заправляется только когда на борту нет пассажиров. И в этот период, вот, когда у самолета Победы есть 25 минут, одни пассажиры с борта уже вышли, теперь самолет нужно быстро заправить, и только потом можно будет начинать посадку других пассажиров. Нужно укладываться строго во временные рамки, нельзя никуда опаздывать. Ну, самолет пока стоит, опять можно посмотреть другие
поснимать. Это вот суперджет, который из Шереметьево полетел в Череповец. Год-два назад Северсталь летала на эмбрайерах и каких-то таких вот небольших самолетах, а теперь суперджет. На суперджетах летает уже далеко не только Аэрофлот, а большинство российских авиакомпаний. Вот, кстати, интересный момент. Вот где находится так называемый черный ящик возле багажного отделения. И после заправки опять на борт идут уже новые пассажиры. Полный самолет, судя по всему. Сейчас понаблюдаем закрытие багажного люка. Если вы еще не видели, сейчас увидите, как это делается. Смотрим. Вот так сотрудник посмотрел, чтобы люк встал под лицо с поверхностью. Все проверили. На перроне самолет ставится так, чтобы не нужно было затем использовать никакие толкачи-тягачи. Он просто снова включает ВСУ, запускает двигатели и своим ходом начинает движение. Затем очень быстро по рулежной дорожке он ушел, улетел. Мы даже не успели на автобусе догнать и снять его взлет. Я потом уехал на точку для споттинга и уже через несколько часов снял, как вот этот же самый самолет уже из Чебоксар вернулся в Москву. Так вот и закончился мой официальный споттинг в аэропорту Шереметьево 11 мая.